Сразу к делу. В этом видео вы узнаете, как за 12 минут сделать модульные конструкции уровня для игры сайт-скроллера в Unreal Engine. Поехали! Все начинается с куба. Единственное, что нам нужно изменить, это единицы измерения. Мы переводим метры в сантиметры, потому что это соответствует единицам измерения в Unreal Engine. Далее с куба мы создаем импровизированного человечка. Далее мы делаем пол, убираем задние ненужные части, потому что игрок все равно не увидит, но это позволит нам оптимизировать игру и сделать ее намного легче. Конечно же, делаем bevel для того, чтобы вбит у игры был более объемным. Делаем заднюю стенку, просто создав plane и сдублировав его. Далее создаем верхнюю и заднюю балку. Верхняя балка придаст нашей конструкции более объемный и интересный вид. Задняя балка кроет шов между задними панелями. Не забываем проверять о том, как расположены у нас нормали. Если они вывернуты, тогда мы фиксим этот баг при помощи инструмента Flip. Придадим интересности нашему уровню при помощи задних перекрестных балок. Такие конструкции всегда выигрышно смотрятся в играх сайт-скроллер. Как видите, балку я делаю при помощи всего трех инструментов. Это Loop Cut, Bevel и Extrude. Даже эти инструменты могут позволить добиться интересной формы и силуэта. Далее изготавливаем панель для того, чтобы скрыть пересечение на балках. Для этого берем куб, убираем также задние панели, они нам совершенно не нужны. Эти полигоны нам еще пригодятся. И также делаем bevel и делаем форму более круглой и мягкой. Это придаст ей натуральности. Далее с помощью простого цилиндра мы делаем центральную панель. Убираем все, что не нужно, вытягиваем то, что нужно и фиксим центр, потому что именно от центра будет работать наш волшебный модификатор Mirror, который отзеркалит нам нижнюю часть. После использования модификатора Mirror могут возникнуть вот такие вот вертексы. Это произошло из-за того, что мы не поставили галочку снайпинга. Чтобы не делать все заново, мы просто пофиксим это, соединив все вертексы. Далее из простого цилиндра мы изготавливаем вентиляцию. Используем экструд и удаляем задний полигон. Ставим его на нужное место и изготавливаем решетку. Обратите внимание, что мы переходим в режим редактирования для того, чтобы не создавать лишних мешей.
Далее я из простого цилиндра сделаю футуристичный фонарь, используя все те же 3 инструмента. Он будет основным источником света в игре. Также я постараюсь сделать его максимально быстро. Дублируем фонарь и переходим к изготовлению проводов. Они будут свисать сверху. Я думаю, что это придаст уровню больше реалистичности. Для этого мы создали кривую и сейчас раздуем эту кривую при помощи инструмента Def. Теперь мы изготовим переходники для наших проводов, чтобы они не просто так свисали с потолка. Возможно, игрок даже не заметит этого дополнения, но я считаю, что это придаст большей законченности нашей игре.
Сейчас переходим к изготовлению заключительной модели. Это модель камеры. Также делаем ее из простых примитивов. Обязательно, когда изготавливаем камеру, переходим в режим редактирования, чтобы не вводить лишние меши. Обязательно изготавливаем систему крепления к потолку. Это позволит камере выглядеть более реалистично и понятно с точки зрения ее использования. Ну вот и все, они закончены. В следующем видео ты узнаешь, как сделать UV-развертку этих моделей и сделать текстурирование. А дальше мы с тобой загрузим их в Unreal Engine и соберем нашу игру. И если тебе интересна система изготовления игр каждый день, монетизация этих игр и то, что ты можешь сделать все это сам, один, без программиста, без моделлера, самостоятельно, при помощи моих уроков, тогда подписывайся, ставь лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.